Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня, какая женщина ворвется в вашу жизнь. Настройтесь на расклад, помечтайте, какую женщину вы хотели бы иметь. И как всегда, ставьте лайк для энергообмена, подписывайтесь на канал. Итак, какая жизненная ситуация у вас сейчас проигрывается? Вот знаете, вот если коротко, вот такое ощущение, что просто ваш мир рухнул. Вот после некоторых событий, у каждого из вас свои события проиграются, но вы пережили в своей жизни такое, что вам просто не позавидуешь и врагу не пожелаешь. Вы знаете, скорее всего, у многих может проиграться, что не без магического воздействия. Вот та ситуация, которая у вас произошла, может быть, с вашей женщиной, а скорее это была женщина ситуация. Женщина, которая сделала вам очень больно. После того, что у вас произошло в жизни, вы потеряли вообще всякий смысл в жизни. Вы не видели будущего. Вы не знали, как жить дальше. Вот вы с головой ушли в работу, чтобы немножко так забыться, да, позабыть эти грусть, печаль, тоску. Хотя от этого, конечно, не убежишь, сам от себя не убежишь, от своих мыслей. Но у вас просто вот весь мир рухнул. Потому что по той простой причине, что ваша женщина была вашим центром вселенной. Вот она была для вас всем, она была вашим воздухом, вы дышали ей, вы любили ее, вы боготворили ее, вы готовы были все к ее ногам, но это все не оценилось. То есть у вас проигрывается довольно непростой такой жизненный этап. На данный момент я пока не вижу женщины в вашей жизни, ну такой стабильной женщины, я имею в виду, серьезных отношений. Но в будущем в вашей жизни появится женщина, она появится очень неожиданно. Именно, знаете, вот женщина для серьезных отношений. Женщина, которая вот она, знаете, она знает себе цену. Это женщина красивая. Она не подпускает к себе лишь бы кого. Вот она такая вот переборчивая, да. Она тоже много повидала на своем веку. Причем, знаете, вот вы почувствуете эту женщину, вот как говорят, почувствуете в толпе. Эта женщина, знаете, вот она одна из многих, которая вот как-то покажется вам, ну не такой, вот она как-то выделится из толпы. Что-то такое, какая-то изюминка в ней вот привлечет вас. Вы, конечно же, сейчас очень так агрессивно к женщинам, злости у вас много, обид, эмоции вас переполняют, да, кто-то скажет, что где же ее искать, где я ее найду. Но знаете, вот все-таки, ну, судьба, она сама пришлет вам эту женщину, она пошлет вам свыше. Вот некоторые из вас пишут мне в комментариях, а где же ее искать, да? Но вам ни один таролог не скажет, где, в каком месте ее искать, да, адрес, время и так далее. Это только уже Господь Бог знает, когда, где, в каком месте, в какой час. То есть в вашей жизни появится женщина, хоть сейчас, может быть, вы в это особо и не верите. Так, давайте уточним, что это за женщина. Так, женщина, которую тоже много обманывали по жизни. Она вот, знаете, она может занимать какую-то и руководящую должность, и госслужащей может быть. Может быть, она даже не местная. Я не говорю, что она именно сейчас только приехала, но может быть, она родилась в другом месте. Ну, то есть она может проигрываться еще не из вашего города, вот где вы находитесь. Женщина, которая принесет в вашу жизнь некую стабильность. Вот знаете, пока у вас в жизни бывали вот периоды, а может даже и сейчас у кого-то проигрывается, что у вас какой-то хаос, непонятки какие-то вот в жизни, в душе непонятки. Вот посмотрите, у нас на дне колоды туз кубков.
новая любовь, новые отношения, новая женщина грядет в вашей жизни. Поэтому даже те, у кого сейчас нет вокруг женщин, ну как нет, я имею в виду отношений, женщины-то есть всегда вокруг, потому что личная жизнь у вас сейчас 100% застопорилась. Вот такая, как она должна быть. Вот, да, отношения серьезные, стабильные, может быть, семья. То есть сейчас у вас как таковой личной жизни нет. И знаете, вас это может немножечко так беспокоить и напрягать, что все-таки, ну, это ненормально. И получается дилемма. С одной стороны, вы настороженно к женщинам относитесь, а с другой стороны, вот вам хочется все равно в душе, вам хочется иметь женщину, новую женщину. Да, снова у нас туз кубков, который, посмотрите, как у вас разбито сердце. Вы просто вот своей ситуацией, которую вам женщина ваша нанесла, вот той раной, она просто убила вас наповал. Но в вашей жизни, еще раз повторяю, идет новая любовь, новая женщина. С этой женщиной ваши чувства будут просто зашкаливать. Вот эмоции, туз кубков, это самая такая шикарная карта, да, которая говорит нам о взаимной любви, о большой любви, о эмоциях, которые переполняют, начало каких-то новых отношений. Посмотрите, у кого-то может проиграться даже с этой женщиной семья и ребенок. Но опять же у нас луна падает. Опять же вас будут одолевать какие-то страхи, сомнения. Ну то есть получается, что женщину вам посылают свыше, а вы как-то так вот настороженно, да? Да, поначалу вы будете так настороженно к ней. Женщина, смотрите, она активная, может быть огненного знака зодиака. Женщина, ну так, среднего роста, может быть, либо же шатенка светловолосая, может рыжая даже проигрываться. Женщина очень активная, деятельная, она не домоседка, у нее все горит в руках, вот у нее 100 идей, она может делать одновременно 100 дел сразу, да. Вот она как-то так, знаете, вот заводит толпу, она умеет хорошо организовывать людей, она хороший оратор. Вот рядом с этой женщиной, знаете, вот вы как-то поверите в себя, что ли. Вот у нас, посмотрите, король жезлов и королева жезлов. Вот вы с ней именно сойдетесь в паре. Вот вы найдете, знаете, с ней какие-то такие точки соприкосновения, которые помогут вам поверить в женщин, что ли. Вы почувствуете, что вы с ней на одной волне. Но вот как-то вы сначала будете с опаской, а потом вы будете понимать все больше, что вот это она, да, вот вы почувствуете. В начале расклада нам тоже падала карта, которая говорит о том, что ваша интуиция именно вам подскажет, где ваша женщина. Потому что можно вот десяток женщин выставить перед мужчиной, да, и каким-то вот неведомым чутьем, какой-то интуицией вы все равно как-то выберете вот именно ее, которая вам может быть внешне, там, по фигуре, либо же по манере поведения. Вот именно конкретная женщина, которая вам понравится, понимаете? Точно так эту женщину вы почувствуете. Так. Да, это будет как раз, посмотрите, потрясающе выпало. Вот вам плохо, вам одиноко. И это женщина по звезде, это женщина, которая находится либо же далеко от вас, либо вы ее просто не знаете. И как итог у нас любовь, взаимная любовь. Королева кубков у нас выпала. Любовь именно, вот знаете, любовь настоящая, не поддельная, не корыстная, не подкупная. Вот как часто такое бывает, что вот, да, вот люди сходятся в каких-то корыстных целях. Нет. Именно вот чистая любовь, когда вот смотришь не друг на друга, а смотришь в одну сторону с человеком. Вот когда именно вот партнер твой, вот именно твоя половинка.
Поэтому, дорогие мужчины, не переживайте, в вашей жизни грядет женщина, причем женщина настоящая, женщина с большой буквы, которую вы почувствуете сердцем и душой. Знаете, никогда не нужно включать логику и мозг в отношениях. Это вам маленький такой совет, может, кому нужно. Знаете, вот при знакомстве с женщинами старайтесь слушать свое сердце, свою интуицию. Хоть говорят и женщины, они более интуитивные, но мужчины тоже, они, в принципе, вы тоже чувствуете женщин, да? Вот смотрите на женщину, да, и интуитивно вот просто попытайтесь понять, какая она. Потому что если мы начнем включать мозг, начнем анализировать, а тем более, если мы начнем сравнивать с прежними отношениями, с прежними партнершами, то это уже будет неправильный выбор. Можно ошибиться в каких-то выводах своих, сделать просто неправильный вывод и потерять по-настоящему хорошего человека. Поэтому прислушивайтесь к себе, именно к сердцу, к душе своей прислушивайтесь. Они обязательно вам подскажут, где ваша женщина, где не ваша женщина. Хотя действительно сейчас очень корыстный мир, и не просто разобраться и женщинам, и мужчинам в своих партнерах очень непросто разобраться. Люди действительно вот как-то стали хитрить, да, много обмана появилось в отношениях. Я иногда вот слушаю любовные истории и просто диву даюсь, что происходит. Мир просто перевернулся, да. Сколько таких историй, когда человек, будучи в браке, имеет на стороне еще несколько партнеров, но это неправильно, это ненормально, так не должно быть, да, в нормальной семье. Кто согласен со мной, напишите, да. Вот нормально ли это иметь несколько партнеров? Я думаю, вряд ли. Это никто не хотел бы такого иметь, да, ходить и рогами в небо упираться. То есть как-то так. Поэтому, дорогие мужчины, прислушивайтесь к себе, к сердцу, и судьба обязательно вам приведет ту женщину, которую вы достойны, которая оценит вас, оценит вашу любовь, ваши старания, заботу и так далее. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!